Здравствуйте! Сегодня будем солить помидоры со сливой. Для этого нам понадобятся сливы, помидоры, соль, сахар, чесночок и перец горошком. И больше я ничего такого не ложу. Сейчас мы будем... У нас помидоры вымыты, слива тоже вымыта. Сейчас будем складывать в банки. В банки складываю. Я всегда помидоры натыкаю с обеих сторон вилочкой. Это для того, чтобы они потом в последующем не лопались. И в банку. Так. Вот, 3. Сейчас чесночок. Так вот прямо одну дольку. Можно даже больше, потому что это все потом съестся, когда это все засолится, замаринуется. Так, вот эти вот промежутки мы кладем еще и сливы. И так будем складывать. И кладем опять сливу. Этот способ уже приготовления, маринования, соления, все использованный и проверенный. Так что это очень вкусно. Вот так вот. И сверху еще сыпанем перчик. И зальем водой на первый раз. Так. Вода у меня кипит. И теперь заливаем. И оставляем минут на 10, чтобы она прогрелась у нас. Отстояла 10 минут у нас, прогрелась. Сейчас мы эту воду сольем с помидорок. Попробуем так. Только не обжечься. Все слили. И сейчас еще раз зальем кипятком. Опа, горячая такая. Вода кипит у нас прямо. И вот кипяточком еще разок зальем. А третий раз будем заливать уже полностью с сахаром, с солью. И опять оставим на 10 минут. Прикроем маленько. Пусть стоит, еще прогревается 10 минут. Еще наши помидоры со сливами отстояли 10 минут. Теперь нужно аккуратненько слить. А теперь вода-то еще и горячее стала. Теперь неудобно сливать. Но мы будем пытаться. Опа. Ах, вот руки-то уже прижигают. Ну вот, слили. А теперь засыпаем столовую ложку с горкой соли. Вот с такой прямо с большой горкой соли. И сахар. Да. И 4 и 5 ложек сахара. Засыпаем.
заливаем опять кипятком. Добавляем столовую ложку 70% уксуса. Закрываем банку поплотнее. Так, сейчас мы закроем. Вот так вот. Берем в сторону, чтобы не мешало. Кладем ее на бок. Проверяем, чтобы она не протекала. Вот она не протекает. И я вот по столу так вот чтобы у нас весь растаял, размешался сахар и соль. Все размешалось. Теперь переворачиваем и теплым большим полотенцем, можно курткой или какой-нибудь кофтой теплой, и укрываем нашу банку до полного остывания. Еще раз повторюсь, банка стерилизованная, крышка тоже стерилизованная, помидоры вымыты и слива вымыта. Все это стекло, чтобы было сухое. Ну и потом заливаем 2 раза, сливая воду. На 3-й раз вода заливается уже на постоянно. Наши помидорки постояли, остыли. Теперь можно их оставлять на зиму. Кто хочет, может употреблять сразу. Очень вкусно.